Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Как хорошо, что придумали систему хэнд-фри в автомобиле. Звонки раздавались постоянно. Семен мечтал об отпуске. Все говорят, что хорошо быть владельцем фирмы. У тебя нет начальства и ходишь в отпуск, когда захочешь. На самом деле он не был в отпуске уже 3 года, а его сотрудники ходили в отпуск как положено. Вот открыл еще одну точку, проинспектирую ее, и можно в отпуск. Больше расширения на этот год он не планировал. Несмотря на то, что продуктовый рынок захватили мегакомпании, он смог не только держаться на плаву, но и расширялся. Свои магазины он открывал в районах, далеких от центра города, а некоторые из этих районов считались неблагополучными, и большие сетевые магнаты обходили их стороной. Цены у него не были ниже, чем у них, а некоторые позиции даже дороже, но люди шли к нему в магазины. Он был бы рад сделать цены ниже, но, увы, это было нереально. Зато он всегда смотрел за качеством обслуживания, знал работу каждого сотрудника, будь то грузчик или менеджер по закупкам. Его уважали за это. Когда он видел, что кто-то не справляется, то помогал. Весь новый персонал прошел стажировку в уже давно работающем магазине. Все знали принципы работы. За 3 недели работы магазина не было ни одной жалобы. И вот сегодня последняя проверка, и он точно махнет в отпуск на море. Настроение было прекрасное. Припарковав машину, Семен шел, рассматривая фасад магазина, поэтому не сразу заметил нищенку. От мыслей его отвлек голос охранника. «Я же тебе говорил не стоять здесь. Ты уже уходила и вернулась обратно. Зачем?» Рядом с охранником стояла девочка. Она низко опустила голову и молчала. Одежда на ней была явно заношенная, а на вид ей было лет 12. «Что тут происходит?» — строгим голосом спросил Семен. «Да вот, попрошайка. Семен Викторович, я ее уже прогонял, а она возвращается». «А зачем ты ее прогонял?» «А как по-другому? У нас приличный магазин, а тут...» Но ему не дали договорить. «А тут всего лишь ребенок. Иди в магазин и занимайся своей работой». Охранник молча развернулся и пошел на рабочее место. Семен вздохнул. Он видел много просящих на крыльце его магазинов. Прогоняли только алкоголиков, которые просили на бутылку. Таким он даже запретил в магазине продавать спиртное, и после этого те переставали побираться там. Но это всего лишь маленькая девочка. Он подошел к ней поближе. «Здравствуй. Что случилось, если ты возвращаешься даже после того, как тебя прогнали?» Девочка подняла на него глаза. Они были синие, как то море, куда он собирался, а в их уголках блестели слезы. «Не плачь. Не надо. Никто тебя не будет прогонять. Но расскажи мне свою беду, и, может, я чем-то смогу помочь». «Мне просто надо собрать денег. Мне очень стыдно, но другого выхода нет». И она опустила глаза. Было ощущение, что у нее даже говорить нет сил, а ноги вот-вот подкосятся. «Пойдем, я налью тебе горячий чай и поговорим. Вижу, что ты замерзла». «Я Варя, а я дядя Семен. Пойдем». Они зашли в магазин и прошли в кабинет управляющего. Варя пила чай и ела пирожок. Было ощущение, что она хочет проглотить его целиком, но ей было неудобно, и она кусала понемногу. После того, как она поела и попила чай, они вернулись к разговору. «Варя, для чего ты просила милостыню?» «Я не хотела. Но, понимаете, мама приболела, и у нас все закончилось. Вчера я сварила последние макароны, а если мама не будет кушать, то не выздоровеет. У меня кроме нее никого нет». «А где твой папа?» «Мой папа был моряк. Мама сказала, что он погиб во время важной миссии. Он защищал нашу страну», — даже с гордостью сказала она. Семен же все понял. Он помнил рассказы своей мамы о папе, который был то космонавтом и погиб на орбите, то полицейским, которого убили при исполнении. Такие сказки придумывают для детей, когда не хотят говорить правду.
В его случае отец просто бросил маму, когда узнал о том, что она беременна. А вслух сказал: «Значит, ты собирала на продукты?» Варя кивнула. «И на лекарства. Пойдем, я куплю тебе с мамой поесть. Какие продукты вам нужны?» «Молоко, хлеб и, если можно, картошку. Я умею ее жарить и варить». Семен с Варей вышли из кабинета и пошли по магазину. Когда они подходили к кассе, у них была полная тележка. Кассир вопросительно посмотрела на начальника, но тот сухо сказал: «Пробивай, я оплачиваю». Выйдя из магазина, Варя сказала: «Спасибо большое, я донесу». «Я, конечно, вижу, что ты сильная девочка, но ты точно не донесешь. Вот стоит моя машина. Поехали, я довезу тебя и помогу с пакетами». «Я знаю, что с незнакомыми нельзя садиться в машину. Ну, во-первых, мы познакомились, а во-вторых...» Семен замялся. У него больше не было аргументов, и он понимал, что девочка права. Нельзя садиться в машину к чужим. Поэтому он сказал: «Тогда пойдем пешком. Далеко идти?» «Нет». Они шли и разговаривали про погоду, школу. Когда проходили мимо аптеки, Семен вспомнил, что Варя говорила про лекарства. «Какие лекарства нужны твоей маме?» «Вот». Варя вытащила помятый листок из кармана. Это доктор дала маме, когда она ушла из больницы. Они купили все, что нужно, и продолжили путь. Буквально через 8 минут они остановились у подъезда старой двухэтажки. Вход в подъезд освещал только уличный фонарь, и поэтому Семен включил фонарик на телефоне. Нужная им квартира была на 1-м этаже. Он зашел вместе с девочкой и поставил пакеты в коридоре. «Дядя Семен», — сказала она тихо, — «дальше я сама. Спасибо. Вы как ангел-хранитель». И на ее глазах блеснули слезы. Семену и самому хотелось плакать. Он достал из кармана кошелек, протянул девочке 1000 рублей и свою визитку. «Варя, если что-то понадобится, звони. Договорились?» Девочка улыбнулась и обняла его на прощание. Когда он вышел из подъезда, то машинально начал искать глазами машину. Вспомнив, что пришел пешком, улыбнулся. Была прекрасная погода для прогулок. Снег слегка падал на землю, и не было ветра. Вернувшись в магазин, он поговорил с охранником, рассказав некоторые дополнительные правила на такие случаи, как сегодня. А уже на следующий день улетел в отпуск. Он, наконец-то, отдыхал. Даже о том случае с девочкой уже успел забыть. Спустя 3 недели, когда он сидел у себя в офисе, раздался звонок с неизвестного номера. «Слушаю». «Дядя Семен, помогите». «Варя?» «Да, помогите, пожалуйста. Они хотят меня забрать. Мне нельзя в детский дом». «Скоро буду». Он сел в машину и поехал по известному адресу. Дверь была открыта. Он зашел в квартиру. «Есть кто дома?» К нему вышла Варя в слезах. «Варя, что случилось?» «К нам приходили 2 женщины. Они сказали, что мама не может обо мне заботиться и что меня завтра заберут в детский дом. А кто позаботится о маме? Она болеет, и у нее есть только я». «Пойдем к твоей маме и поговорим». Они прошли в плохо освещаемую комнату. Вокруг была старенькая мебель, ремонта не было давно, но при этом все было чисто и аккуратно. На диване лежала женщина. Рядом стояла табуретка, на которой стоял стакан с водой, и лежали таблетки. «Здравствуйте, я Семен. Мне Варя позвонила. Может, я могу чем-то помочь?» Женщина приподняла голову, вгляделась в мужчину. «Семен, это ты? Аня? Но как? Я тебя искал долго, но все было бесполезно». Она глотнула воды и присела. Показала, чтобы Семен сел рядом. «Я болею. Я заболела 5 недель назад, но в больнице побыла неделю, и меня выписали домой. Вроде стало легче, и я начала работать. Но меня хватило на пару дней, и теперь нет сил даже подниматься». Учительница Вари увидела, что она убирается в подъезде, и доложила в опеку. «Аня,
У меня друг владелец частной клиники. Я договорюсь, чтобы ты прошла там обследование. Насчет денег не беспокойся. Только скажи, почему ты пропала? Понимаешь, я очень тебя любила и сейчас люблю. Но тогда я поняла, что беременна. Ты бы не бросил меня, но бросил бы учебу, лишился бы всех перспектив. Я видела, как твоя мама старалась сделать все возможное, чтобы ты учился, а из-за меня все бы пошло крахом. И я перевелась в другой город, на заочное, и уехала к бабушке. Там я родила Варю. Сюда вернулись 2 года назад. Подожди, так Варя моя дочь? Аня кивнула и опустила глаза. Да уж, не очень я похож на моряка. Значит так, сейчас мы едем ко мне домой, и туда приедет мой друг, осмотрит тебя. Варя, собери свои вещи, мы уезжаем. Вы правда мой папа? Как видишь, да. Меня не было в вашей с мамой жизни много лет, но теперь все будет по-другому. Девочка ушла в комнату, украдкой смахивая слезы. Через 10 минут она вернулась со школьным рюкзаком и пакетом. Это все? Да. Тогда собери, пожалуйста, вещи мамы на первое время. У Ани тоже оказалось не так много вещей. Он отнес пакеты в машину, а потом взял на руки Аню. Варя закрыла дверь. Он нес свою Аню, Анечку, которую любил до сих пор, а рядом с ним шла его дочь. Через 2 часа доктор позвал Семена для разговора. «Семен, все не так плохо, как кажется, но ее надо положить в стационар. В прошлый раз ее слишком рано выписали из больницы, и, не долечившись, она вышла на работу. А организм-то не железный. Пару недель ей придется провести у нас. Скоро приедет машина и заберет». Семен объяснил все Ане и Варе. «А можно мне с мамой?» «Нет, Варенька, ты останешься со мной, но мы каждый день будем навещать маму. В доме есть 2 пустые комнаты. Выбирай, какая нравится тебе». Варя побежала смотреть комнаты, а Аня слегка улыбнулась. За 2 недели, пока Аня была в больнице, Семен и Варя занимались обустройством дома. Они купили мебель в ее комнату, а также одежду ей и Ане. Каждый день они ходили в больницу и приносили цветы. Через 2 недели палата напоминала оранжерею. И вот настал день выписки. Семен с Варей забрали Аню и поехали домой. Девочка показала, как они обустроили ее комнату. «А мне комнату тоже выделили?» – спросила Аня. «Мама, а ты будешь с папой в большой комнате. Теперь у нас будет настоящая семья». Аня и Семен улыбнулись и обнялись. Они смотрели то друг на друга, то на дочь. «Девочки, может, пойдем пить чай с тортиком? На кухне есть еще сюрприз». Варя побежала вперед. Когда родители зашли на кухню, то увидели счастливую дочь, которая сидела на полу и гладила котенка. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.